Ребята, всем привет, с вами Мангуст, и сегодня мы поиграем в игру под названием Captain of Industry. Эта игра у нас разработана в жанре промышленного градостроительного симулятора, где нам предстоит возглавить крупную промышленную сеть. Мы с вами попадаем на один из островов, где нам надо будет заниматься исследованием, добычей, добывать и производить различные ресурсы. Также мы узнаем по сюжету, что мир находится на грани уничтожения, и на нас, в общем, возлагается миссия по его спасению. Так, начинаем с вами новую игру. Тут у нас есть очень много карт доступных. Игра у нас вышла где-то год назад, и получается, что она у нас уже, у нее вышло первое обновление. Вот появился новый контент, на все мы с вами посмотрим. Вот у нас появились карты Новая Гавань. Ну, вернее, она так и была в альфа-версии. Есть у нас пляж, Курляндия, Кратер. Есть у нас пляж. Кстати, это сложная карта. Золотой пик, архипелаг Дьявола. Ну и карта Ты не пройдешь. Тоже, да? Вообще тяжелая, сложная. Короче, самая тяжелая вот эта вот карта, да? Тут просто дан маленький участок нам по карте, да, и нам надо как-то попадать наверх, чтобы там пытаться построить. Ну, так как я играю, ребят, в нее первый раз, за кадром в нее не играл вообще, гайды не смотрел, поэтому будет у нас полноценный первый взгляд на игру. Поэтому выберем, наверное, Новую Гавань. Это у нас площадь 3,1 квадратных километра, ровная поверхность, размер карты 4 на 4. Сбалансированная карта из альфа-версии игры, которая подойдет для новичков. Вы начинаете на самой низкой равнине, имея доступ ко всем нужным для старта ресурсам. На побережье достаточно места для размещения всех ваших грузовых причалов. Позже рекомендуется возвести насыпи к двум другим возвышенностям для размещения промышленности и расширения операций по добыче ископаемых. Понятно, тут можно менять высоту Нагорий, ниже поставить, выше там процент, и размер месторождений тоже выше и ниже. Так, дальше мы выбираем сложность. Юнга — это у нас для новичков, всегда дует попутный ветер, первый раз в первый класс. Ну, короче, тут все будет легко, да, всего будет больше. Потом у нас идет капитан, где стандартный у нас стандартная сложность. И адмирал, наверное, для тех, кто там уже миллион часов проиграл в нее, уже все наизусть знает, как, что и лучше делать. Ну, мы выберем, наверное, капитана стандартную. По опциям включить обучающие миссии. Да, включаем. Ну и все, тогда, ребята, желаю всем приятного просмотра. Ну а мы с вами начинаем. Добро пожаловать, капитан. Капитан, это тот самый остров, его просто не было на карте. Корабль в пути сильно потрепал, ему потребуется ремонт, чтобы снова выйти в море. Но здесь мы в безопасности. Из ресурсов осталось лишь то, что привезли с собой. Придется производить стройматериалы для постройки инфраструктуры, заниматься сельским хозяйством для пропитания и найти способ производить топливо для заправки машин. Остров выглядит заброшенным, но тут достаточно полезных ископаемых для добычи. Есть даже какие-то старые постройки, которые можно разобрать на металлолом. Нам также понадобится лаборатория, чтобы восстановить технологии, к которым так привыкли. Мы обнаружили неподалеку поселение, с которым можно торговать в случае необходимости. Но для доставки товаров нам понадобится торговый причал. После всего, через что мы прошли, люди рассчитывают на вас. Удачи! Так, ну и это у нас типа подсказок, да? Тут карьерные работы, отвалы, поселения, грузовики. Вот нам дается подсказка. Самый удобный способ перемещения товара грузовиками. Они могут перевозить почти все, кроме расплавленных там металлов и горячих газов. Например, пар. Когда постройка нуждается в товаре для производства или строительства, грузовики стараются его найти и доставить. Ну и тут дальше различные подсказки. Если что, будем к ним обращаться, да? Как нам и что делать. Ну и тут у нас идет как бы обучение и типа задание, что нам надо сделать. Это у нас что такое? Это у нас статистика поселения, да? Прирост 0%, здоровье 0,
единство какое-то 0. Не знаю, что это означает. Будем с вами дальше разбираться. Заболеваний нет, это хорошо. Заболеваний нет, это здорово. Вот у нас очки единства какие-то. Жильцы. Ну то же самое, да? Единство, итого 0, 0, 0. Так, давайте, наверное, пока что поставим игру на паузу. Сейчас быстренько рассмотрим тут все, а потом уже начнем. Так, тут у нас показывается, на сколько месяцев у нас еда. Это у нас грузовики, да? Загруженность автопарка перевозками. Ну, типа, справляются, не справляются, хватает машин, не хватает. Это у нас общая численность и сколько может поместиться. Тут вот у нас на карте уже поселение, да? Типа, как-то они живут там в бараках каких-то. Или, знаете, какого? Не в бараках, а вот это... контейнерах. Из контейнеров сделаны дома такие вот. Не знаю, может там в будущем их как-то улучшать можно будет. Это что у нас такое? Это у нас продовольственный рынок работает. Авто, да? Короче, сюда будет завозиться наши продукты, да? То, что мы будем выращивать пищу, там картошку, может еще какие-то культуры. Будем производить там, я не знаю, там помидорчики, огурчики, что-нибудь такое, там пшеницу, хлеб нам выпекать. Потом, что у нас там дальше идет? Ну, это сколько нам доступно рабочих. Пришвартован у нас один корабль. Вот этот наш, да, на котором мы с вами приплыли, вот он. Насколько я знаю, вроде можно будет улучшать потом. Набрать экипаж, тут самостоятельно возвращаться домой, топливный бак, подкачать горючее, что-то там такое, ремонт. Сперва нужно отремонтировать верфь. Угу. Понятно. Вот эта верфь, которую нам нужно отремонтировать также. Верфь требует ремонта. А что на нее надо? Для починки требуется соответствующее исследование. Ага. Нам нужно будет дойти до исследований, да? Так, а почему у меня с кнопок не хочет поворачиваться камера? Ну ладно, будем мышкой тогда поворачивать камеру. Так, нам тут также вот тут доступны наши грузовики, про которые мы с вами уже прочитали. Вот они. Сколько у нас тут их? 3, 6, 8 штук, да? И нам также доступен какой-то трактор или экскаватор. Посмотрим, для чего он нужен. Так, что там дальше у нас идет? Ну это наше максимальное количество машин, которые мы имеем. Да, ну с экскаватором получается, что их 9 штук. Это у нас получается что? Это у нас... заброшенная станция связи, да? Ага. Мы можем начать ее утилизировать и будем получать железный лом и кирпич, наверное, да? С этой станции связи. Понятно. Потом вот такая у нас большая карта получается. Могу вообще ее удалить? Да, во, какая здоровая. Остров такой большой, лесов очень много. Тут вот у нас можно будет куда-то сюда заезжать, да? Надо будет строить насыпи, наверное, какие-то. Судя по трейлеру. Тут углубляться, что-то добывать вот эти ресурсы всякие. Тут, кстати, есть у нас вот такая кнопочка, которая нам все это отображает. Вот, например, черная, я так понял, это что-то там с нефтепродуктами связано. Голубая, это у нас получается грунтовые воды, да? Вот, да, это грунтовые воды. Черная это у нас нефть. Золотоносная руда у нас есть тут желтенькая что-нибудь. Ой, у нас сколько этой. Или это у нас... это кварц и песок, скорее всего, да. На песке находится. А желтая у нас есть? Да, вот у нас тут есть и золото. Ну, короче, ресурсы у нас тут все присутствуют, да? Ну, это хорошо. Это хорошо. Так, ладно, убираем это. Вернее, закрываем эту сеточку.
Тут у нас показаны наши ресурсы, сколько чего у нас находится на складах. И это у нас различные рецепты производства, да. Мы будем выстраивать также тут цепочки, прокладывать конвейерные ленты и как-то автоматизировать наше производство по добыче. Так, ну и давайте смотреть тогда уже, что нам тут надо будет сделать. Постройте пиролизный котел, подсоедините дымовая труба. Угу. Так, где это у нас находится? Так, ну, тулбар тут пробежимся, да, тут, наверное, по строительству все. Дымовая труба, термоканал, труба, понятно. Лаборатория. Это что такое у нас? Разметка отвалов. А, ну это вот, наверное, строи, да, там подъемы всякие, углубления, понятно. Разметка лесозаготовок, журнал. Угу. Что нам надо делать? А, ну это подсказки, да? Это у нас получается статистика. Наверное, что мы производим, что у нас там... А, что мы вот так можем электронику добавить, да, вот сюда. Что-то можем добавлять, что-то убирать с панели, чтобы видно было, что мы и как производим, какие ресурсы. Угу. Это понятно. А это что у нас? Карта мира. Ага, вот у нас карта мира. Это где мы находимся с вами. Это нам сказали, что тут мы сможем с вами торговать, да. Для этого нужен торговый причал построить. Ну, а это, наверное, придется нам исследовать. И вроде как в описании было написано, что тут могут даже встречаться пираты, с которыми надо будет воевать. Поэтому наш корабль также надо будет прокачивать. Так, а как мне закрыть вот эту вкладку? А, все. Ну что, давайте тогда начнем. Нам надо построить пиролизный котел. Так, это у нас вот тут он, кажется, был, да? Пиролизный котел. Вот у нас есть у него вход. У нас есть два выхода. Один выход у нас под дымовую трубу, чтобы газы выходили, да? И надо его поставить где-то возле древесины. Он сюда требует древесину. Так, ну давайте где-нибудь его разместим. Так. Ну, наверное, вот тут. Кстати, у нас тут же где-то нефть была еще, да? Да, чтобы на нефть нам не попасть. Поэтому давайте его где-нибудь разместим. Ну, вот тут, вот, например, производство его и сделаем, да? Что он там нам вообще производит? Так, он нам производит уголь из древесины. Ага, ясно. Уголь нам для чего-то нужен будет, наверное, на доменную печь, да? А, да, он будет нужен нам для доменной печи. И все. Понятно. Так, ладно. С этим разобрались. Давайте теперь нам нужно построить дымовую трубу. Так. Приблизим это все. Так, дымовая труба. Подсоединяем ее к нашему заводу. Ее можно так подсоединять. Можно, вроде как я понял, подсоединять тут с помощью вот таких труб. Допустимые, да, вот они. Нефть можно по ней перегонять. И всякие вот это дымы, газы, да. А это у нас чисто для жидких металлов. Угу. Чтоб оно не мигало у нас. Все, понятно. С этим мы разобрались. Как мне закрывать вот эту штуку? А, все, разобрался. Как ее закрывать. Так, давайте, наверное, на маленькую скорость поставим. Пусть потихонечку же, наверное, ездят, ее там строят. Тут, по идее, должны сейчас грузовики поехать взять товары. У нас на складе, это у нас типа склада, да? Какого-то первоначального. И будут это все строить. Так, и нам нужна лесозаготовительная машина, назначить грузовики на нее и начать сбор древесины. Так, давайте посмотрим, как нам начинать эту сбор древесины.
Лесозаготовки. Так, выбираем, отмечаем лес. А, вот этот у нас лесозаготовительная машина у нас вот этот. Типа, я думал, экскаватор какой-то. Понятно. Короче, выбираем на него, сколько к нему будет ездить машины. И, короче, они будут у нас возить бревна. Так, ясно. Значит, тогда нам нужна разметка лесозаготовок. Ну, давайте в первую очередь, наверное, нефть тут освободим, да? Вот как-то вот так вот ее бахнем. Все, пусть он тут, короче, ездит в том месте, уже добывает нам нефть. Сейчас этот трактор, экскаватор должен будет поехать. Так, направляется. Сейчас давайте посмотрим, как он будет добывать у нас древесину. Он с этой начнет или... Да, с этой начнет, с крайней. Короче, спиливает ее, да? Убирает ветки, я так понял. Да, убрал ветки, прогнал. И сейчас, наверное, будет грузить на машину, да? Где там машины? Машины наши подъезжают. А, надо ж назначить на него, да? Нам надо назначить 2 машины на него. Все. 2 машинки на него назначили. Сейчас должны они приехать, по идее. Тут есть, ну, можно скорость увеличивать на x2, x3. И вот... А, так он не целиком ложит, да? Он рубит на бревна. Да, и, короче, наши машины уже тогда повезут это вот сюда к нам на завод и начнут производить уголь. Хорошо, с этим мы разобрались. Нам надо произвести 8 угля. И построить доменную печь и литейную установку. Плюс дымовую трубу подсоединить. Так, доменная печь. Это у нас лаборатория. Кстати, лабораторию нам тоже надо построить. Давайте ее сразу бахнем. Только, о, а у нас она такая довольно-таки большая, да? Давайте ее где-нибудь возле нашего порта построим, да? Пусть будет тут, короче, стоять. Пусть ее также потихонечку сразу строит. Так, и нам надо литейная установка и доменная печь. Можно это, короче, посмотреть тут нам. Как и нам что делать? Переплавка железного лома. Короче, надо построить доменную печь и литейную установку. Желательно 2, да? Вот у нас на рисунке показано, что 2. Строим 2 литейных установки и соединяем их, короче, термоканалами. А, ну по которым будет передаваться жидкий металл. Ага. Все. И нажимаем старт, и будет он производить. Все понятно. Так, где нам это все разместить? Так, это жилье, свалка мусора какая-то. Это вот тут у нас металлургия, да? Вот, доменная печь. Доменная печь. Ну, где-то, наверное, так. Если у нас вот тут идет нефть, тут дальше у нас пошли грунтовые воды. Ну, где-то, наверное, давайте разместим это также. Ну, наверное, вот тут недалеко от этого. Мы ж вот это будем разбирать с вами, правильно? Так, у нас также тут есть вход-выход. Ну, давайте, наверное, может ее вот так как-то разместить. Давайте ее вот так вот разместим. Да. Так, там у нас труба пойдет. Давайте вот тут мы ее размещаем. Короче, соединяем тут дымовую трубу сразу. Подключаем к ней. Есть. Потом нам надо построить еще 2 литейных установки. Да, там рекомендуется 2. Так, там у нас получается... А где у нас вход, где выход? Ага, вот так вот у нас. Вон там будет выход. Тут у нас пойдет труба, да? А мы вплотную можем где поставить? Можем. Только у нас там труба мешает. Ну, чтобы красивенько и аккуратненько было, наверное, одну мы вот тут поставим. Литейную установку. А другую мы поставим... Мешает что? Мешает впадина какая-то. Что за впадина мешает? Так, машины, разъедьтесь отсюда, пожалуйста.
Так, вот так вот мы ее можем разместить. Теперь ничего нам не мешает. Да, сейчас машины разъедутся. И, короче, нам надо тут вот термоканалом это все соединить. Соединяем сюда. Сюда одну трубу. Сюда. Сюда. И все. Готово производство у нас. Выбираем. И... ну да. Сейчас сюда должны будут поставлять ресурс. Только нам надо выбрать вот эту заброшенную станцию, да, по заданию. И начать утилизацию нажать. Так, мы сможем 944 тут железного лома добыть и 600 кирпичей. Неплохо. Нормально. Ну и сейчас грузовики, короче, сюда будут приезжать. И вот это все сюда загружать. И у нас пойдет, короче, уголь уже сюда поставляет потихоньку. И начнется, короче, будем с вами производить чугун. Да, нам будет его 16 штук построить. Так, и исследовать нам надо в лаборатории. Кстати, ее построили уже, да? Да, лабораторию построили. Где она? Вот она у нас. Так, лаборатория. Начать исследование. И нам надо сельское хозяйство изучить. Начинаем. Так, а на изучение ничего там нам не надо? Очки науки или еще чего-то там? Нет, вроде ничего не надо. У нас, кстати, 0,5% чего-то там. Давайте посмотрим, чего у нас. Здоровье. 0,05% плюс, да? По здоровью идет нормально. И единство какое-то мы с вами вырабатываем. А что нам означает единство? Вот мы можем ускорить за единство 0,25 в месяц. Удваивает производительность за счет потребления единства. Также убирает потребность снабжения электроэнергией. Ага. Понятно. А у нас плюс 1,37 в месяц. Ясно. Ну ладно, с этим единством разберемся потом попозже. Как и что. Я вот только не знаю, нам хватит вот этого всего производства. Ну, в принципе, если что, будем удваивать наше производство, расширяться и увеличивать наше производство ресурсов. Так, кстати, мы с вами производство чугуна выполнили и можем забрать награду. За это нам дадут 40 дизельного топлива и 20 стройматериалов. Забираем. Дизельное топливо у нас хранится тут. У нас заправляются машины, короче, работают на топливе. И наш трактор тоже на топливе. Надеюсь, потом мы в будущем... Ну, тут есть же залежи нефти. Наверное, можем производить с вами уже и дизельное топливо. Так, следующее нам это мы делаем. Потом надо будет исследовать строительство. Давайте зайдем в строительство. Добавим в очередь, чтобы следующим изучалось. Чтобы мы с вами не профукали это все дело. Потом нам надо построить также свалку мусора. Нужна для сбора отходов пристройте к поселению. Угу. Вот наше поселение. Так, свалка мусора. Вот она. И можем ее где-то разместить вот тут. Вот тут. А мусор куда-нибудь увозить надо посмотреть. Сброс мусора. Короче, строим поселение. И надо построить вот такие отвалы, куда нам будут сбрасывать этот мусор, да? Грузовики будут автоматически вывозить мусор, когда свалка мусора наполняется, и ссыпать на ближайшем отвале, чтобы узнать больше о сбросе. Смотрите, отвалы. Так, а отвалы у нас что означают? Вот, мы можем всякие насыпи делать. Угу. Так, тогда мы мусор тогда сможем куда-нибудь, например, перенести, например, вот тут где-то построить, да? Или вот тут. Нет, это у нас какая-то руда, наверное, да? Мы сможем добывать. Она такая голубенькая какая-то. Короче, чтобы, например, мы смогли с вами заезжать вот сюда. Мы, наверное, тут сейчас с вами отвалы эти и построим. Да? Только как-то вот так повернем экран. Так, вот наша разметка отвалов. Так. Так мы можем развернуть ее, да? Угу. Оно у нас только вот так вот может. Тут, короче, мы можем сделать это все.
Так, можем, кстати, сделать сначала платформу тут, например, да? Ну, например, мы сделаем платформу. Ну, например, как-то... Так, это ж у нас ровная пойдет, да? Платформа. Да. Ну, например, сделаем вот так платформу. Да? И вот тут пару штук. Есть. Правильно у нас получается? Да, и вот тут, наверное... А, тут, наверное, уже не надо. Нет, что-то мы не делаем неправильно. Давайте удалим. Платформу, наверное, вот тут построим мы, да? Вот так вот. Ну, чтобы заезд у нас сюда был. Короче, потом подрегулируем это все дело. Давайте это уберем. Давайте поставим с вами сюда заезд сразу. Ну, вот такой, наверное, тройной, да? Сюда заезд. Бахнем. Ну, как-то вот тут пускай они строят. А тут мы с вами ровную площадку поставим. Правильно? Правильно. Ну, наверное, как-то вот так. Короче, ладно, потом разберемся, как нам это все построить. Пускай пока, короче, мусор сюда свозят. Будем потихоньку... Ну, мусор наш будет отсюда забирать, которые люди наши будут производить. Тут всякие отходы и всякую дрянь сюда скидывать. Ну и из мусора будем там делать заезды. Так, мусор, побочный продукт, сбросить его. Ну, короче, 20 штук надо построить. Так, сельское хозяйство мы с вами изучили. Так, мусор 20 уже куда-то, наверное, отвезли. Сюда, что ли, отвезли его уже? Где мы с вами строили это? А, да. Вот грузовик сюда уже привез. И потихонечку, короче, будет тут делать насыпь. И туда на гору мы сможем с вами заезжать. Отлично. Так, забираем ресурсы. Вернее, награду, да. 40 кирпичей, 20 и чего-то там еще. Производство у нас тут идет. Все у нас тут засопорилось. Склады, наверное, забиты всем. Так. Основу сельского хозяйства мы с вами изучили. Нам теперь доступна плантация, которая размещается только на плодородной почве, где трава. Постройте одну. Короче, нам надо построить одну плантацию теперь. А, ну это для производства, наверное, пищи, да? Так. Ну вот так вот мы ее разместим, да? И где-то, наверное... Где у нас тут грунтовые воды? У нас вот тут грунтовые воды. Но я думаю, мы где-то первую плантацию построим, получается, вот здесь. Так, а тут это какой кнопкой L, да? Отображать. Чтобы скрыть ее. Все. Ну, давайте ее даже вот так вот, наверное, домиком туда, да? Вот так построим. Готово. Там, наверное, пойдет у нас вот, ну, где грунтовые воды, тут у нас будут плантации всякие разные. Город, если что, мы будем расширять где-нибудь вот тут. Это потом вырежем дерево, вырубим все. Тут, кстати, вон, пеньки только остаются. Интересно, деревья потом сами по себе вырастают по новой или нет? Или надо будет их как-то засаживать? Так, что нам дальше по заданиям? Кстати, нам надо исследовать строительство. Мы с вами исследовали. Нет исследований у нас. Торговый причал надо назначить, да, нам? На изучение поставить. Торговый причал. Готово. Начали исследования. Инструменты какие-то. Ага. Это мы можем, наверное, переносить, копировать, да? Различные всякие наши заводы и предприятия. Давайте, да, копировать, вырезать, копировать настройки, применить единство, заморозка.
Модернизировать режим планирования. Короче, поставим в очередь. Может, с этим удобнее будет нам управлять нашим поселением. Так, и нам надо построить сборочный цех. Сборочный цех. Цех ручной сборки выпускает простые изделия. Угу. Также можем с вами наши вот эти вот строительные материалы, да, готовить. Потом запчасти какие-то и вроде как электронику. Вроде это, да, электроника, детали и стройматериалы. Ладно, строим с вами сборочный цех. Сборочный цех. А что там на него надо было? Еще раз посмотрим. Ай. Так, наведись на него. Туда будут поставлять чугун, бревно, кирпичи и будут делать стройматериалы. Ага, короче, его надо разместить тоже где-нибудь тут поблизости, да? Ну, давайте где-нибудь его вот тут, наверное, разместим. Пока что один. Да. Короче, если что, потом все это попереносим, поперестроим. Пока что все рядышком будем строить. И тут мы выбираем с вами рецепт, что будет делать вот это вот у нас. Строительные материалы. Все, сейчас идет стройка. Вот так вот она происходит. Загружает ресурсы, да. Тут типа лесов построили. Ангар. Вот так вот опустилась. Хоп. И все. Все у нас заработало. Сюда, я так понял, можно будет подводить потом конвейерные ленты. Угу. Произвести 8 стройматериалов. Так, дождитесь первого урожая картофеля. А нам что, поле уже построили? Да. А нам только картошка. Да, только можем пока что выращивать картошку. Вода, плодородие. И 3 месяца она у нас будет расти. Угу. Понятно. Короче, как урожая дождемся, так получим с вами за это награду. Произвести стройматериал, это у нас уже сейчас выполнится. Торговый причал у нас почти исследовался. Так, основы сельского хозяйства. Забираем награды. Тут забираем награды. Это что нам дается? Новые постройки. Хорошо. А, это то, что мы с вами поизучали, да? Что нам надо делать? Так, кстати, на плантациях выращивают культуры для различных нужд, в основном, чтобы кормить население. Но урожай не растет просто так, он потребляет воду и истощает плодородие почвы. Влажность почвы увеличится при дожде, и обычно этого достаточно для таких культур, как картофель. Однако дождь не является надежным источником влаги, и при его длительном отсутствии урожайность может снизиться или посевы могут засохнуть. Для стабильного взращивания посевов лучше использовать принудительный полив на орошаемых плантациях. Доступны... короче, это надо сначала исследовать нам, да? Ну, короче, будем пока надеяться на дожди. Так, строительство хорошо. Запчасти, это понятно. То, что можно выбирать. Так, и торговый причал нам построили. Отлично. Мы его изучили, но не построили. Нам следующее надо... мы инструменты пока изучаем. И нам надо будет потом электричество еще, да? Дальше изучить. Давайте. Короче, дизельный генератор нам станет доступен, да? Будет потреблять топливо и производить нам электроэнергию. Ясно. А нам надо построить торговый причал. Давайте строить торговый причал. И где мы сможем с вами его разместить? Угу. Какой он здоровый. А тут ближе я могу его разместить. Он не будет нам мешать вот этому нашему порту. Давайте его где-нибудь... Давайте вот тут его построим. Торговый причал пусть строится.
Да, тут максимальное отдаление, конечно, большое. А это максимальное приближение, да? Чтобы можно было все рассмотреть, как выглядит наше поселение. Ну, и здорово. Так, чтобы было где хранить древесина, постройте склад. Так, нам доступны теперь склады, да? Так, склад с древесиной мы, наверное, построим где-нибудь вот тут, да? Если нам сюда древесина нужна будет и туда. Если нам потом производить цепочки какие-то, ну давайте где-то его вот тут на отдалении поставим, да? Чтобы сюда нам завозили древесину, если что, мы потом конвейерные ленты перекинем. Я не знаю, потом можно будет здание переносить или надо будет сносить и по новой строить. С этим тоже потом разберемся. Древесину нам сейчас, ну склад нам сейчас построит. Электричество нам изучат. Построить еще один сборочный цех, чтобы производить детали. Так, давайте сразу еще один сборочный цех закажем где-нибудь вот тут вот. Ну, наверное, давайте 3 клетки, что ли. Сделаем шаг. Разместим его пока что вот тут. Ну, и ждем, да, когда они это нам все произведут. Можно, кстати, скорость немножко увеличить. Так, сюда, да, машины будут... А, надо назначить, что он будет тут храниться. Назначаем сюда древесину. Отлично. Так, копировать, вырезать, заморозка, копировать настройки. Это у нас где доступно будет? Металлургия, переработка. Где-то что должно было добавиться, да? Журнал. Запчасти, необходимые для машин. А, вот нам. Вырезать. Копировать. Снести. А, ну вот, да, у нас было отображение. Снести это... Снести экскаватор здания, сооружения, там заводы. В общем, понятно. Вот нам тут наши инструменты добавились. Хорошо. Так, тут нам надо производить теперь уже детали. Ставим вот этот чертеж. Правильно? Правильно. Заполните склад товаром древесина 40 штук. Ну, давайте, заполняйте. Только, наверное, он не успевает, да? Он и сюда древесину поставляет. И сюда. И сюда. Тут, наверное, как заполнится склад, да? Тогда древесина туда не понадобится. И тогда наш склад забьется. Давайте, наверное, просто ускорим время, чтобы побыстрее там катались. Все делали. А что там у нас по картохе нашей? Что-то не видно, чтобы она там росла. Плодородие. Влажность почвы. Ожидается через 1,5 месяца. А, короче, мы можем собрать урожай. Ну или они потом сами соберут, да? У нас занятых тут 10 человек. У нас вообще 39 рабочих осталось. А, и нам на склад требуется... Нам на склад требуется электричество. А мы-то электричество не можем еще добывать. Поэтому у нас... А нет, древесину сюда... Завозят древесину. Завозят. Хотя она потребляет у нас энергию. Наверное, это чтобы можно было это, как его... Эти конвейерные ленты пускать, да? Электричество требуется. Но мы сейчас с вами электричество изучим. Кстати, мы его уже изучили. Запустить производство электроэнергии, построив дизельный генератор. Так, где у нас? Вот появилась вкладка энергия. У нас есть дизельный генератор. Он будет потреблять у нас топливо и производить 800 киловатт энергии. Хорошо. Дизельные мы поставим где-нибудь...
Как у нас там выглядит? Ага, у нас вот так вот труба будет, дизель туда, да? И труба пойдет туда. Давайте тогда его тут где-нибудь рядышком вот так вот и разместим. И трубу потом, если что, как-то сможем законнектить, наверное. Чтобы у нас и туда поступала нефть. Да, вот так вот мы его тут сразу и разместим. Чтобы потом уже не перестраивать, да? Мы потом просто трубой это все соединим. Да, нам нефть пойдет сюда, будет наполняться. Ну и сюда тоже по необходимости. Так, сейчас сюда должны будут завести нам топливо. И она начнет вырабатывать нам электроэнергию. А нам он уже производит 800 киловатт в час. А, нет, сейчас пока еще ничего не производит. Потребление 0. Производство 0. Максимальная мощность 800, да? Понятно. Ждем, ждем. А тут нам уже что? А тут нам... Ну, показывает, что нам не требуется электроэнергия. Хорошо. Так, древесина меняется на кирпичи в деревне неподалеку. Совершите обмен. Так, это нам, я так понял, выходить на карту мира надо, да? Вот наше поселение неподалеку. И вот мы можем обменять 40 кирпичей. 40 древесины на 20 кирпичей. Товары будут сразу доставлены на торговый причал. Ну, давайте. Правильно? Да. Древесина меняется на кирпичи в деревне неподалеку. Совершите обмен. Все. Совершили. А, ну и получаем, кстати, также за это 40 кирпичей и строительные материалы. Хорошо. Запчасти. Постройте гаражную мастерскую. Нам еще нужно построить гаражную мастерскую. Вот она у нас есть. Это, я так понял, где у нас будут ремонтироваться наши грузовики. Так, а что сюда? А, сюда будут поставляться нам запчасти. А запчасти у нас делаются вон там. Поэтому гаражную мастерскую мы разместим где-то примерно пока что вот тут. Потом, если что, вместо этого здания сюда сместим. Или давайте где-то ее... Нет, у нас же там еще склад пойдет, да? Давайте где-нибудь ее разместим пока что вот тут. Так, а что у нас по сетке получается? Да, тут ничего нету. Давайте ее вот тут вот пока что разместим. Ну, будем немножко планировать на будущее, чтобы потом поменьше нам перестраивать. Так, гаражную мастерскую мы сейчас построим. И нам надо исследовать маяк, кстати. Исследовать маяк. Яркий свет помогает другим беженцам найти ваш остров и присоединиться к вам. Это поможет вам получить больше работников и дополнительные ресурсы. Поговаривают, что и русалки приплывают, но это не точно. Ну, пусть приплывают. Мы не против. Пообщаемся с русалочками. Может, кто-то захочет в море пойти жить. На дно морское. Ну, в принципе, ребят, игра... Ну, такая... прикольная. Посмотрим, что там будет дальше. Там пойдут конвейеры. Будем с вами строить всякие... логистику. Всякие цепочки новые. Но это, наверное, уже тогда... продолжим с вами в следующей серии. Как раз там изучится у нас маяк. Будем строить маяк. И у нас тут очень много всяких разных еще заданий. Что нам и как сделать, да? И как нам дальше развиваться. Нам надо машины, карьерные работы исследовать. Рецепт какой-то там поставить. Кстати, нам надо еще пристроить жилье. Да, жилье у нас вот тут вот. Давайте еще напоследок жилье где-нибудь тут разместим. Так, рынок, наверное, будет перенести, да? Давайте, кстати, вот тут вот. Размещению что-то мешает. Деревья мешают. Что ему мешают? Ну, давайте пока что вот тут вот его разместим.
Потом это, если что, свалку мусора перенесем. Ну и все. Тогда на этой ноте, ребят, закончим. Если вам нравятся такие игры, поддержите видосик лайками, пишите ваши комментарии. Также не забываем подписываться на канал. Ну а с вами был Мангуст. Увидимся. Всем пока-пока.